Здравствуйте. Мы продолжаем с вами знакомство с психоанализом, от которого, так сказать, вот начинает развиваться психодинамическая традиция в психологии. На прошедшем занятии мы с вами разобрали такие темы, как методы психоанализа, да, то есть метод свободных ассоциаций, метод анализа сновидений, метод анализа различных ошибочных действий, которые должны помочь проникать вот именно в содержание, в сферу вот этого самого бессознательного. И сегодня я бы хотела, чтобы мы с вами ознакомились с такими явлениями, которые были описаны в процессе уже вот практики психотерапии. Да, это такие явления, как сопротивление, перенос, контрперенос и защитные механизмы личности. И вот давайте начнем как раз с сопротивления. Понятное дело, да, что вот ситуация такова, что у пациента есть какие-то свои страхи, опасения и тревоги, да, относительно того, что может всплыть, так сказать, из его вот этой вот пучины бессознательного. Да. И кроме того, в общем-то, понятно, что то содержание, которое является для человека болезненным, неприемлемым, неприятным, противным, да, страшным для него, конечно, он не стремится его осознавать, это содержание. А у врача, так сказать, цель прям противоположная. То есть ему-то как раз надо добраться до этого самого гнойника, до этого, так сказать, вот места, где находится вот этот вот напряженный, эмоционально заряженный, да, вот страхами, опасениями, ненавистью, там, неприятием, да, вот и другими негативными переживаниями, да, находится вот этот вот комплекс, да, эмоциональный, напряженный комплекс. И понятное дело, что как только вот в процессе беседы, да, аналитика и пациента как бы дело подходит к той самой болезненной точке, да, к тому самому болезненному содержанию, то пациент начинает пытаться как-то уйти в сторону, перевести разговор на другую тему, или он пытается держать какие-то длительные паузы. И это для аналитика уже сигнал того, что вот тут где-то, так сказать, находится вот эта болевая точка, к которой надо бы проникнуть. И тут возникает как раз вот эта вот, так сказать, ситуация, что пациент стремится уклониться, то есть сопротивляется, вот как раз это называется процесс сопротивления. А аналитику надо каким-то образом все равно подойти к этому, так сказать, болезненному содержанию. И это делается либо путем просто вот грубого продавливания, да, как бы вот настойчиво требовать, чтобы пациент как бы выполнял вот этот вот договор озвучивания всех своих мыслей, чувств, переживаний, отношений, да, которые вот связаны с тем, о чем идет речь, и как раз вот туда, собственно, аналитика направляет разговор. Вот человек сопротивляется, да, а значит, аналитику приходится либо вот продавливать, либо искать какие-то обходные пути, да, либо так вот оставить человека на время в покое и с другой стороны с какой-нибудь подойти, но подойти туда же. И действительно вот здесь вот в этих, так сказать, явлениях, да, о которых мы сейчас с вами говорим, в значительной степени фактически было как бы заново открыто, да, переназвано по-другому, да, проинтерпретировано по-другому. Да, довольно много различных вот как бы результатов, которые были получены вот в святоотеческой аскетической традиции, когда вот накапливался опыт вот этих вот бесед, этого руководства духовного со стороны духовника, духовного отца по направлению, по отношению вот к этому чаду, да, то есть новоначальному, так сказать, существу, которое стремится стать учеником и стремится, в общем-то, вот к этому тяжелому труду, связанному с осознанием всех вот этих своих искажений, да, и очищению их через таинство покаяния, таинство исповеди, да, и вот причастие, да, и какие-то вот формы деятельности, которые благословлены вот духовником для того, чтобы человек как бы отрабатывал те правильные
способы поведения отношений, которые он считает вот ведущими к правильной благой цели. И вот как раз давайте остановимся на этом, потому что это действительно важные моменты, и более того, мы с вами приведем некоторые параллели из вот этого опыта, да, святоотеческой традиции понимания человека и аскетической традиции, для того, чтобы мы с вами увидели какие-то переклички. Да? Вот я еще раз повторяю, что действительно вот этот вот опыт, особенно аскетической традиции, они были очень подзабыты и на Западе, а у нас после революции, так сказать, понятное дело, это запрет. Эти все явления были забыты, и вот психоанализ фактически их переоткрывает, переназывает, и, безусловно, вот здесь нельзя говорить о том, что вот это вот такая честь первооткрывателя, да, принадлежит психоаналитикам. Нет, да, это было известно давно, называлось, правда, по-другому. Итак, вот, значит, мы с вами что-то сказали уже про сопротивление. То есть это вполне естественный, человечески понятный процесс, когда человек не хочет, ну вот что называется без наркоза, да, вскрывать какой-то гнойник. Понятное дело, что возможны какие-то методы анестезии, да, то есть как бы есть различные психологические технологии, которые здесь могут применяться, но суть остается та же самая, да, то есть желательно преодолеть сопротивление. И вот мы на предыдущем занятии как раз уже и говорили, что человек может сопротивляться настолько сильно, что у психоаналитиков возникла вот эта вот поговорка: «Сопротивление сожрало психоанализ». То есть человек не пошел, так сказать, в сторону осознания вот этих вот глубин, да, своих, так сказать, негативных, так сказать, переживаний, событий в жизни. Это показалось ему слишком болезненным, и он просто, так сказать, уходит с терапии. Вот. Если же все-таки терапия продолжается, да, если она идет, так сказать, вот в какой-то динамике, идет какой-то процесс, то там были описаны вот эти механизмы, вот эти явления, которые на самом деле в значительной степени являются универсальными. Получили они название перенос и контрперенос. В латинизированном варианте это трансфер и контртрансфер. Да? Значит, вот что есть перенос. Как раз вот мы с вами говорили о том, что когда, значит, вот основатель классического психоанализа начал свою практику, так сказать, врачебную, да, он очень быстро отказался от гипноза, который ему не понравился по как бы сопровождающим его каким-то, так сказать, симптомам, да, по сопровождающим его явлениям. И здесь также, так сказать, вот дело обстояло с переносом. То есть имеется в виду то, что когда постепенно, да, от встречи к встрече крепнет эмоционально насыщенная связь, да, врача и пациента, то была описана такая тенденция, что пациент как бы имеет вот как бы такую вот тенденцию, да, переложить, вот, перенести образы каких-то значимых для него фигур. Это может быть отец, мать, там, дядя, тетя, бабушка, дедушка, супруг, супруга, дети там, и так далее, и так далее. Да? То есть, вот, как правило, те лица, с которыми такие наиболее напряженные завязки отношений, значит, сложились в, так сказать, жизни этого человека, есть вот эта вот тенденция переносить вот этот образ на другого человека. И, так сказать, зачастую это даже может быть выражено в том, что человек начинает делать оговорки, то есть он начинает называть своего психоаналитика именем того человека, так сказать, который для него вот так вот значим, да, скажем, может назвать аналитика там или именем своего отца, или именем своей матери, да, или именем супруга-супруги. И вот, так сказать, это вот как раз и есть вот некое такое, так сказать, проявление вот этого переноса. Сначала, опять же, да, Фрейд испугался того, что он как бы обнаружил, то, что он написал. Он очень тщательно фиксировал, так сказать, все ходы, так сказать, терапии, вот что происходит, как он это видит и так далее. И впоследствии, да, он понял, что как раз это то, так сказать, явление, которое можно и нужно активно использовать для того, чтобы терапия могла быть более эффективной. То есть если возникают вот эти вот отношения переноса, да, они в значительной степени символические, то самое главное – это не включиться в эти отношения как обычные личные отношения между людьми.
То есть очень важно держать, так сказать, такую границу, когда эти отношения врача и пациента продолжают оставаться терапевтическими отношениями. В том случае, если аналитик откликнется на вот эти вот отношения переноса, скажем, вот пациент как бы влюбляется в своего психоаналитика, да, то это на самом деле очень опасная история. В целом ряде стран и в целом ряде штатов, Соединенных Штатов, есть по этому поводу довольно суровые законы, которые связаны с тем, что человека могут лишить диплома, лишить лицензии, я имею в виду терапевта, потому что он переходит вот на эти личные отношения с пациентом. Вот если вы как-то представляете себе, значит, американский кинематограф, да, вот есть такой фильм «Мистер Джон». Там как раз, правда, вот с самого начала вот этот вот, так сказать, пациент с биполярным личностным расстройством, он не пытается, так сказать, вот, рассматривать своего врача как врача, а сразу начинает ее рассматривать как женщину. Вот. Но тем не менее это не меняет, так сказать, ситуации, потому что она-то хочет действительно полечить этого пациента, у которого реально серьезные проблемы. Но в конце концов они переходят на личные отношения. Она как раз стоит под угрозой увольнения и лишения лицензии на профессиональную деятельность. Так вот, эти, так сказать, вот отношения, да, переноса, вот они, значит, вот такие, да, вот важные, значимые и рискованные. И как раз вот здесь терапевт должен избежать вот этих вот, так сказать, ответов, да, вот на этот перенос. Это будет называться контрперенос. То есть это значит, что аналитик, опять же, проецирует на своего пациента свои значимые отношения. Давайте, наверное, я приведу некоторые примеры, да, того, как эта вот, так сказать, динамика, да, отношения переноса может себя проявлять в просто вот разных областях жизни. То есть это не обязательно отношения врача и пациента, это не обязательно отношения психотерапевта и его пациента, да, или там клиента, или как там называют этого человека. Это может иметь место в отношениях учителя и ученика. Это может иметь отношение так сказать, место в отношениях священника и чада. И, к сожалению, такие случаи имеют место, особенно если это не очень опытный, да, не очень пожилой, так сказать, крепкий, так сказать, да, человек в духовном, так сказать, отношении. Да, в общем-то, действительно, это может кончиться очень плохо для священника, потому что это может привести к, так сказать, разрушению его семьи и, соответственно, вот, извержению из сана. И вот давайте я приведу пример, который, наверное, является особенно показательным. Почему? Потому что перенос может быть как положительный, то есть это как бы некая такая влюбленность, восторг по поводу своего врача, надежда на него чрезмерная. Да? Вот это вот как бы постановка на пьедестал, о которой говорил Владета Еротич, да? Вот упоминавшийся нами уже такой психотерапевт. Но может быть и негативный перенос, и негативный контрперенос. Представим себе такую ситуацию, что к психоаналитику женщине пришел мужчина, который страдает от ревности по отношению к своей жене. И он как-то хочет поработать с этой, так сказать, проблемой, потому что, вот как-то и жена его к этому подталкивает, он понимает, что ситуация очень тяжелая, и это ненормальная семейная жизнь. И вот они, так сказать, начинают работать. Представим себе, что это у психоаналитика женщины у самой имеет место ревнивый муж. Что тогда может происходить? Какие опасности и риски здесь есть? Значит, вот если не будет отслежено вообще, что происходит, не будет осознанно, то в этом случае может быть такая история, что вот этот психоаналитик-женщина начнет осуществлять такой негативный, отрицательный контрперенос в сторону своего пациента, и получится, что она как бы на личности вот этого своего пациента, бедолаги, да, осуществляет месть своему мужу, который ее достает своей ревностью в ее, так сказать, обычной семейной жизни. И здесь возникает существенная опасность, просто опасность для жизни. То есть психотерапия — это не игрушки. Дело в том, что, опять же, было показано,
что в процессе психотерапии есть своя динамика состояния, как врача, так и в особенности пациента. То есть вот первоначально действительно пациент как бы рассказывает о своих проблемах, начинает надеяться, что вот психотерапевт ему в этом поможет, начинает как-то вот развивать какое-то личное отношение к этому психотерапевту, да, и нормальная динамика, так сказать, да, вот эмоционального состояния вот этого пациента, она такова, что довольно часто вот за вот этим, так сказать, восторгом и надеждами, что вот проблема будет решена, следует как бы вот такая вот фаза негативная, когда пациент чувствует вот какую-то неустроенность, какие-то субдепрессивные явления, какие-то, так сказать, вот негативные эмоции. И это может быть более или менее выраженным, более или менее сильным. И вот в том случае, если вот этот психоаналитик, который не отслеживает вообще, что он делает, и какое у него отношение к этому пациенту, он может как бы исподволь, опять же, бессознательно, не осознавая этого, мстя, так сказать, да, вот этому пациенту, усиливать вот это вот депрессивное состояние, усиливать вот эти негативные симптомы, которые характерны для какой-то вот, так сказать, второй половины, так сказать, вот этой вот психотерапии, из которой, так сказать, дальше вот, собственно, должна следовать вот эта вот уже завершающая фаза, когда проблема каким-то образом находит решение. Вот. И там, в принципе, может быть просто доведение до самоубийства. То есть пациент может просто поплатиться жизнью за собственный перенос и контрперенос, так сказать, со стороны психотерапевта. То есть это все вот не игрушки. Поэтому действительно вот эти вот отношения переноса и контрпереноса, они подвергаются очень тщательному анализу, когда сам психотерапевт в процессе, так сказать, вот обучения, он обязан сам пройти на собственной шкуре, что называется, тот процесс психотерапии, который он потом хочет практиковать. То есть если это психоанализ классический, значит, он проходит классический психоанализ под руководством опытного психотерапевта. Если это гештальт-терапия, то он проходит, так сказать, курс гештальт-терапии. Если это, скажем, гуманистическая психотерапия, да, то тогда, вот, соответственно, он будет проходить, знакомиться с разными другими направлениями, но прежде всего прицельно, да, он будет работать вот над собой методами, которые дальше он захочет применять. И нормальная совершенно ситуация, когда начинающий психотерапевт, а нередко не только начинающий, но и, так сказать, уже, так сказать, вошедший, да, в какой-то уровень квалификации, когда он имеет так называемого супервизора, который, наверное, чем-то напоминает духовника в церковной практике, да, с которым, супервизором, они обсуждают те трудности, проблемы, какие-то вот негативные, да, переживания, которые имеют место у психотерапевта, которые, так сказать, затормаживают вот этот вот психоанализ, которые вот, так сказать, ведут к какой-то пробуксовке, да, и они вот вместе разбираются, что же там происходит между врачом и пациентом, что там можно сделать. И на самом деле нередки случаи, когда супервизор видит, что этот конкретный случай вот этому психотерапевту, скажем, молодому или не очень молодому, не по зубам. И тогда происходит смена врача. То есть вот об этом тоже надо себе представлять, что не все случаи, так сказать, каждому специалисту, что называется, доступны. Да? И об этом говорили и говорят абсолютно все ведущие, да, такие вот специалисты в области психотерапии. Об этом же на самом деле говорила и Тамара Александровна Флоренская, что вот как бы в диалогическом консультировании мы не должны тешить себя надеждой, что нам доступно все. Могут быть такие ситуации, когда вот все забуксовали, заело, процесс не идет, и, в общем-то, вот необходимо искать кого-то другого, кто мог бы помочь, да, если ситуация экстренно требует разрешения. Вот. И так вот эти вот отношения переноса и контрпереноса – это действительно такая универсальная реальность в отношениях людей. Я еще раз хочу подчеркнуть, что вот действительно отслеживание, да, вот это внимание к тому, что происходит в отношениях, оно очень важно для того, чтобы процесс шел именно грамотно, профессионально и, соответственно, вот приводил к каким-то позитивным последствиям, да, к позитивным результатам. И, наконец, вот тема, которую, я надеюсь, мы успеем разобрать за оставшееся нам время, это тема, связанная с защитными механизмами личности.
Мы с вами с самого начала, да, говорили о том, что вот есть такой защитный механизм вытеснения, и человек может, если он не справляется с какой-то тяжестью переживаний, которые возникли в его жизни, тяжестью, там, неприемлемостью, да, событий, с которыми он столкнулся, то он может вытеснить как раз, да, этот материал в сферу бессознательного. И вытеснение – это действительно один из таких очень часто встречающихся защитных механизмов, который в известной степени является моделью, которая поясняет, что же такое защитный механизм. Но на самом деле этих защитных механизмов множество, их довольно много. И с некоторым, так сказать, количеством примеров я бы хотела, чтобы мы с вами познакомились. Это действительно такие механизмы, да, которые личность использует для того, чтобы уменьшить, ослабить свои негативные переживания. И это может быть либо это вытеснение забывания, да, мотивированное забывание, как говорят психологи, забывание этого, так сказать, негативного материала, либо это может быть его отрицание, либо это может быть его искажение какое-то, да, так сказать. Но суть в том, что нацеленность, цель этих защитных механизмов – это как-то так подредактировать, так сказать, да, опыт, который человек имеет, для того, чтобы он стал более приемлемым. И давайте попробуем разобрать некоторые примеры. Итак, значит, защитный механизм – это способ снижения тревоги, депрессии, агрессии и так далее, других негативных переживаний, которые человек испытывает и, в общем-то, не хотел бы это испытывать. Надо сказать, что Ава Дорофей, да, замечательный подвижник раннехристианского времени, он, в общем-то, описывает многое из того, что значится в психоанализе под названием «защитные механизмы», и он это называет очень просто – способы лжи самому себе и окружающим. То есть эти способы искажения. И надо сказать, что, конечно, некоторые защитные механизмы совершенно четко прямым текстом можно, так сказать, буквально проследить, что люди осознавали их буквально с самой-самой, так сказать, древности, да, и древнекитайские притчи про это, и древнеиндийские, да. Это, так сказать, та реальность, которую Фрейд не открыл, но которая действительно систематизирована. И очень важно, опять же, нам с вами здесь подчеркнуть, что некоторые защитные механизмы мы с вами просто их с вами переназываем, да, устанавливаем некоторую такую параллель, да, со святоотеческой традицией и, в общем-то, соглашаемся с их трактовкой. Но есть такие защитные механизмы, с трактовкой которых мы согласиться не можем. Это очень важный момент. Итак, давайте приведем некоторые примеры. Ради, так сказать, общего, так сказать, такого абреса, да, этой сферы, надо сказать, что в психоанализе и неопсихоанализе описано порядка 120 защитных механизмов, которые описываются, которые анализируются скрупулезно, чем они отличаются друг от друга, к чему они ведут и так далее. Понятное дело, что это действительно результат очень тщательной проработки. И понятное дело, что мы с вами приведем некоторые такие наиболее яркие примеры, характерные примеры, чтобы вы почувствовали, что они разные, но цель у них примерно одинаковая. Итак, мы говорили о вытеснении. Да? Вытеснение определяется как бессознательный акт стирания травмирующего переживания. Человек практически не успевает сообразить, что он сделал, а он уже, так сказать, сбросил это воспоминание об этом событии на, так сказать, уровень «оно», на уровень бессознательного. И забыл об этом. Существуют другие защитные механизмы, например, отрицание. Отрицание состоит в том, что человек отрицает, что какое-то неприятное для него событие или состояние в действительности имело место или имеет место. Классика, так сказать, этого защитного механизма – это так называемая анозагнозия, которую постоянно наблюдают врачи-наркологи. Если там кто-то, либо даже сам пациент, да, либо, скажем, родные привели его под белые руки и посадили, так сказать, в кресло нарколога, он может упираться, отрицать и говорить: да что, да я здоров, у меня проблем нет, я хочу пью, хочу не пью, я управляю процессом. Это классика жанра, это механизм отрицания.
И отрицание очень многолико. Оно как бы может быть прослежено и в каких-то отношениях в семье с детьми, и в отношениях взрослых. Да? Вот, скажем, такая достаточно характерная ситуация. Да? Вот еще один пример. Предположим, что у маленького ребенка ну, умерла его любимая кошечка. Ну, по каким-то причинам. Скажем, она была старенькая, да, или там вот какая-то, так сказать, травма случилась. И на самом деле, вот для того, чтобы ребенок не слишком переживал, все окружающие могут включиться вот в такое коллективное отрицание. То есть они не говорят ребенку, что кошечка умерла, а они начинают рассказывать сказки, что вот кошечка, вот она пошла гулять по крышам, она пошла навестить своих там братиков, сестер, или своих котят, и когда-нибудь она вернется. Вот она, так сказать, достаточно далеко ушла и так далее. Да? То есть вот такого же рода сказки, да, могут сочиняться по поводу того, что умершая бабушка, да, любимая ребенком, уехала, да, потому что ей срочно надо было куда-то к своим там другим детям, допустим, вот там какие-то такие вот проблемы, вопросы и так далее. Да? То есть вот это то, что имеет место для облегчения некоторых таких тяжелых переживаний. Надо сказать, что отрицание иногда бывает действительно в какой-то степени спасительно, потому что оно же характерно для людей, которые только что узнали о своем очень серьезном, зачастую смертельном диагнозе. Ну, например, чаще всего это в настоящее время это онкологический диагноз при условии, что процесс уже зашел очень далеко. И там уже неоперабельно, и там уже, в общем, врачами оценивается просто перспектива, так сказать, которая, сколько времени осталось человеку жить. То есть вот первая реакция человека на вот такой диагноз – это отрицание. Нет, это не со мной, это не про меня, это ошибка диагноза. В какой-то степени это помогает человеку выдержать паузу и, так сказать, не сразу рухнуть вот в эти вот негативные отрицательные переживания. Другой вариант защитного механизма – это уход, от слова «уйти». Это вот действительно такая достаточно яркая, так сказать, картина, да, когда человек либо физически, либо мысленно уходит от какого-то беспокоящего его или травмирующего переживания. Ну, скажем, наверное, многие могут представить ситуацию, когда, скажем, в семье имеет место конфликт, или на работе имеет место конфликт, да, и кто-то из участников вот общения вот этого конфликтного просто встает и выходит, потому что для этого человека, в общем-то, непереносимо дальше оставаться вот в этих напряженных переживаниях, да, то есть вот как бы здесь вот работает вот этот защитный механизм уход. Есть защитный механизм, который получил название смещение. Это, опять же, так сказать, давным-давно описано и, так сказать, не только в психоанализе, да, но и в, так сказать, целом ряде других, так сказать, отраслей культуры и, так сказать, вот психологии. И речь идет о том, что смещение связано с тем, что у человека имеют место какие-то негативные переживания, например, там агрессия, гнев, и он не может их, так сказать, реализовать на том объекте, который порождает эти негативные переживания. Да? Ну, например, начальник, так сказать, сделал нагоняй своему подчиненному, но как бы побить начальника, что вообще-то как бы хочет, скажем, этот подчиненный, он не может. Он не может, он себе это не позволяет. И тогда можно наблюдать некое такое смещение, когда этот человек, придя домой и держа в себе, так сказать, вот этот вот негатив, он стремится его, так сказать, сместить на голову, допустим, ребенка, который там неаккуратно выполнил домашнее задание или неправильно заполнил дневник, или жена, которая приготовила не то на ужин и вообще не так убралась, и там еще что-то не так сделала и так далее. Да? То есть вот это вот такое классическое смещение. Можно привести детские примеры, тоже иногда очень актуальные. Классический случай – это если у ребенка в настоящее время относительно недавно родился младший братик или сестренка, и он как бы исходит вот этой ревностью, что вот к этому слюнявому, плаксивому родители вот так вот расположены, и от меня внимание и любовь как-то вот перенесены, да, на этого вот младенца. Или, скажем, может быть, это уже более взрослый ребятенок, но все равно он получает больше внимания, чем вот этот вот ревнующий старший. И тогда, в общем-то, тоже возможно вот это смещение, когда нельзя причинить вред, избить, там, покалечить, да, вот этого, так сказать, нехорошего ребенка, который родился, да, на голову этого старшего, да, и начинаются различные вот эти вот смещения. Например, ребенок может начать ломать игрушки. То есть он вымещает свой гнев на
вот окружающих каких-то, так сказать, неживых предметах. Либо он начинает мучить животных, либо он начинает ломать растения и так далее, и так далее. Фактически он разряжает свой негатив на таких объектах, которые, так сказать, ну вот не являются столь ответственными и опасными. И, наконец, вот некоторые такие защитные механизмы, которые работают не вполне бессознательно, да, и отчасти они могут быть осознанны, да, что действительно человек что-то предпринимает для того, чтобы вот облегчить себе, так сказать, переживания негативные. Я имею в виду такие защитные механизмы, как регрессия и переключение. Регрессия – это что? Это спуск в развитие на более ранние формы поведения. Ну, допустим, ребенок, тот же самый ребенок, да, вот уже замечательно хорошо, положим ему годика 3, там 3,5, 4, замечательно хорошо овладел всеми, так сказать, историями вокруг горшка. Он уже умеет, так сказать, представлять себе, что ему пора на горшок, проситься или сам даже, так сказать, активность проявляет. И вдруг он начинает писаться. Вот, довольно часто психологи в этой ситуации, когда вот возникают эти, так сказать, жалобы, да, со стороны родителей, он просто задает такой простой наводящий вопрос. А у вас в семье не родился ли новый ребенок, младенец? Нередко, да, действительно, оказывается, что да, родился, так сказать, младенец, ему там, допустим, подходит к году, да, и вот оказывается, что вот старший ребятенок как бы регрессировал, да, на более ранние стадии развития, понятное дело, несознательно, да, неосознанным образом, как бы это вот защита, да, и как бы инстинктивный такой шаг для того, чтобы привлечь к себе внимание. Ну и, наконец, вот то, что касается переключения, да, это действительно защитный механизм, который в значительной степени осознанно работает, и он подразумевает, что человек, который испытывает какое-то беспокойство, он просто на время вот сейчас себе там какую-то деятельность придумывает, выбирает, да, для того, чтобы отвлечь внимание и переждать как бы, да, вот тот период, который связан с какими-то тяжелыми, скажем, да, переживаниями, ожиданиями. Ну и, наконец, вот еще один защитный механизм, который я хочу, чтобы мы сегодня с вами разобрали кратко, да, это так называемая рационализация. То есть, что это такое? Да? Рационализация – это как бы обесценивание желанного объекта. Классический пример, классический образ – это басня «Лиса и виноград». Лисе на самом деле хочется винограда. Понятное дело, что это все переносное, это символические образы, да? Мы с вами понимаем, что лиса вообще-то хищник. Вот, но лиса, так сказать, как вот некий такой образ, да, символический, она хочет очень этого винограда, но она не может его достать, он ей недоступен. И тогда что она делает? Она начинает его обесценивать. Он-то и зеленый, он-то и незрелый, он-то кислый. И вообще я его, так сказать, 100 лет не хочу. То есть вот примерно по этому механизму мы наблюдаем вот этот защитный механизм, значит, обесценивания или защитный механизм рационализации. Да, то есть это вот действительно рациональный, так сказать, вот механизм обесценивания того, чего очень хочется. И на самом деле вот здесь можно привести пример, вот насколько древнее вот это знание. Да. В свое время такой вот античный, да, мыслитель, писатель Овидий Назон написал специальный трактат под названием «Лекарство от любви», в котором он как раз советовал, да, вот этим безнадежно влюбленным юношам, страдающим, да, от своей страсти, советовал просто вот как бы осуществить вот эту рационализацию, то бишь обесценить желаемый объект, то бишь поискать как бы на солнце пятен, да, говоря вот современным таким языком. И там, так сказать, пускается вот все что угодно, да, и подглядывание в бане, и там, я не знаю, наблюдение каких-то не, так сказать, очень вот благообразных сценок из жизни вот этой возлюбленной там и так далее, любыми способами, только вот избежать, чтобы этот бедолага молодой человек не наложил на себя руки из-за вот этой вот неразделенной любви. То есть вот эти защитные механизмы действительно давным-давно описаны, и мы с вами можем сказать, что, в общем, они существуют. Если мы хорошенько, внимательно, да, к себе прислушаемся, присмотримся, то мы вполне можем их у себя осознать. Вот. Но есть, так сказать, другие защитные механизмы, которые вот по своей природе все-таки очень специфически, да, трактуются психоанализом, да, и с ними как раз вот нам разобраться придется отдельно. Но еще есть, так сказать, конечно, глобальный, огромный защитный механизм проекция, который, видимо, тоже мы не успеем разобрать сегодня, и отложим этот предмет на следующее занятие. Вот на сегодня мы с вами этот урок должны закончить. Благодарю за внимание. А теперь вопрос.